Лень и прокрастинация – это не одно и то же, хотя эти два понятия очень часто путают. Как правило, лень возникает тогда, когда мы не хотим делать какое-то знакомое нам дело, например, стирка или уборка. Либо у нас нет физических сил, мы слишком сильно устали, мы много работали, не высыпались или плохо кушали, либо мы просто не любим это делать. Например, я патологически не люблю стирку и сушку белья, так или иначе мне приходится это делать, но каждый раз я испытываю чувство лени. Если мы возьмем лень в чистом виде, то на самом деле по-настоящему очень редко ленимся. Лениться по-настоящему – это значит лечь на диван или на кровать и вообще ничего не делать, абсолютно ничего, не скроллить ленту, ни с кем не переписываться, ни с кем не общаться, не заниматься ничем посторонним, а просто лежать. Попробуйте это сделать и посмотрите, насколько вас хватит. Думаю, что уже минут через 10-15 вы соскочите с кровати и начнете что-то делать. Ваш мозг начнет придумывать кучу идей, чем бы заняться. Как минимум взять телефон и посмотреть, не пришло ли какое-то сообщение. С прокрастинацией все обстоит намного интереснее и сложнее. Мы прокрастинируем, как правило, тогда, когда есть какая-то большая либо незнакомая нам задача, которую мы не знаем, как решить, либо она слишком огромна для того, чтобы охватить весь наш мозг. Наш мозг устроен таким образом, что он пугается того, чего он не знает, начинает придумывать кучу всяких дел. Например, у вас предстоит дипломная работа, и вам ее вот-вот уже очень скоро нужно написать, но вы вместо того, чтобы писать свою дипломную работу, обнаруживаете себя моющим окна, прибирающимся, раскладывающим по полочкам свои вещи и так далее. В общем, всем чем угодно, только не дипломной работой. Итак, для того, чтобы перестать прокрастинировать раз и навсегда, нужно понять, из-за чего возникает ваша прокрастинация. Итак, давайте раз и навсегда разберемся с прокрастинацией и начнем жить продуктивно. И первое, что мы можем сделать, это именно осознать, что мы прокрастинируем. Нам нужно сделать какое-то дело, мы поймали себя в моменте о том, что мы скроллим ленту или прибираемся, или что-то раскладываем, или занимаемся чем-либо другим, кроме того, как тем, чем нужно заниматься. Итак, осознание – это уже полбеды. Когда мы осознали, мы можем двигаться дальше. Следующим шагом нужно просто прописать то, что мы собираемся сделать. Например, мне нужно написать курсовую работу, или мне нужно изучить новый материал и так далее. Дальше нам нужно разделить нашу большую задачу на куски, потому что, как правило, прокрастинация возникает именно из-за того, что задача слишком объемная, и наш мозг просто не может поместить это все в свою голову. Вместо того, чтобы поставить себе целью срочно прочитать в течение 4 часов одну книгу, постарайтесь разбить это время на более короткие дистанции. Например, ежедневно читать 10 минут или 25 минут, либо учиться по системе помодоро или помидора, 25 минут учимся, 5 минут отдыхаем, 25 минут учимся, 5 минут отдыхаем и так далее. То есть мы стараемся нашу большую задачу разбить на маленькие кусочки. И так нам будет проще. Например, мы можем дать себе установку заниматься этим делом 5 минут в день, либо провести подготовительную работу. Например, мы хотим снимать видео на YouTube, мы можем себе поставить задачу каждый день изучать одно видео о том, как начать снимать ролики на YouTube. Следующее – загрузить информацию. Очень часто мы начинаем прокрастинировать просто потому, что мы недостаточно материала загрузили в свою голову. Например, мы хотим написать курсовую, но мы не знаем, с чего начать. А не знаем, с чего начать, потому что в нашей голове нету даже каких-то идей. Например, нам нужно подготовиться к выступлению, но мы пока не знаем, на какую тему мы будем говорить и что вообще рассказывать. Для этого мы можем постепенно, маленькими кусочками загружать информацию в нашу голову. И со временем мозг сам выдаст нам готовый результат. Нужно будет только взять ручку, листочек, записать готовый план и подготовиться. В борьбе с прокрастинацией также помогают маленькие победы. Когда мы маленькими шажками двигаемся к нашей цели, когда мы разбиваем нашу глобальную цель на маленькие шажки, после каждой маленькой победы нужно себя поощрить. Например, у меня есть цель набрать 10 тысяч подписчиков в YouTube и монетизировать свой канал. Для этого каждый раз, когда я делаю маленькую победу на пути к своему шагу, когда я снимаю новое видео, я очень щедро себя награждаю. Когда мы подкрепляем наш мозг, у нас вырабатывается огромное количество гормонов счастья. В нашем мозгу закрепляется, что если я буду это делать, то мне будет хорошо. И после этого у вас будет больше мотивации, и вы перестанете заниматься прокрастинацией. Также в борьбе с прокрастинацией помогают дедлайны. В голове все так устроено, что мы не всегда можем адекватно оценить время, которое нам нужно выделить на эту задачу. Но если мы искусственно поставим себе дедлайн, тогда мы, вероятно, быстрее возьмемся за работу для того, чтобы успеть к намеченному нами сроку. Да, прокрастинация не так уж и плохо. Иногда мы действительно просто не готовы к тому, чтобы начать делать что-то прямо сейчас.
Возможно, надо просто отдохнуть, расслабиться, пройтись на свежем воздухе, почитать какую-то книгу, поскроллить ленту или просто побездельничать для того, чтобы со временем сформировалось это желание чем-то заняться. Не бойтесь прокрастинации, делайте все от вас зависящее, но никогда не стоит перенапрягать себя, никогда не стоит себя насиловать и заставлять что-то делать без вашего желания. На этом у меня все, надеюсь, видео было вам полезно. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.